Привет, всем привет! 28 у нас стоит, и это очень холодно. И я решила, что как-нибудь свой рухнувший каминчик я сложу, и сейчас покажу, как сложила. Хотя бы он топится. Вот такой сегодня северный денек у нас выдался. Минус 28 на улице. Красота, солнышко, все блестит, хрустит. Ну, единственное, конечно, сильно расстраивает, что снеговой покров у нас недостаточно высокий. За растения я, конечно, переживаю. В доме у нас холодина. Как проснулась, давай сразу топить. Ну, что, печку я затопила. И так как камин у нас тоже, в принципе, дает несколько градусов и довольно-таки такой тепло такое, ну, нормальное такое от него тепло. В принципе, мы один день даже... Когда печку пока я перебирала, отапливались камином, и вполне было вполне. Очень даже ничего. Ну, так неплохо как бы вперед тепло отдает, когда топится. Вот. Ну, все знаете, что он у меня рухнул. Вся наша вот эта верхняя красивая такая конструкция для красоты она, или как вот такие с выдвижными кирпичиками, да все такое. Вот, и, конечно, пару дней вообще решила, что думаю, ну, его нафиг вообще камин не буду перебирать, так пусть и остается. Но сегодня минус 28, и, возможно, ночью будет еще холоднее, и плюс ветер у нас, и метель обещают, МЧС прислали сообщение. Поэтому думаю, дай-ка я быстренько что-нибудь сооружу. Ну, что соображу. По-своему, по-бабски, что соображу, то и сооружу. Вот, что я хочу сказать. Вот у меня мисочка с глинкой. Ну, как глинка. В общем, здесь такими кусками своеобразными было набухано столько глины, что я ее всю пооткалывала, размочила и соорудила сооружение. Сооружение нормально, он топится, не дымит, все отлично. Вот, здесь у меня рядочки кирпичей, то, что по краям. Они без растворчика, просто я их зачистила, как смогла. Не все, конечно, кирпичики, а так, чтобы они ровно-ровно встали хорошенечко. Центр тяжести, чтобы определить. Здесь у меня между ними такая перемычка. Это как это называется? Это вытащенные из печки петли. Петли, которые были прибиты на каких-то дровах где-то зачем-то. В общем, видимо, какая-то дверца была или что-то. Их там 3 штуки, они мне вот очень даже пригодились. Вот так, вот они. Вот такие вот перемычки мне ровно на кирпичики хорошо встали. И сверху, собственно говоря, чтобы не дымило, все это дело я вот сейчас замазала. Тяга хорошая, все дымится, все не дымится, все горит. Все горит, дым уходит отлично. Вот, так что, надеюсь, сегодня еще до вечера и каминчик буду топить. Вот, так что временная моя конструкция вполне очень даже себя оправдывает. Вот. Единственное, конечно, никуда не уйти, потому что все это стреляет вперед. Разумеется, вместо того, чтобы найти лист железа, я коврик здесь постелила. Ну, это само собой. Делаю все наоборот. Все, что положено делать, не делаю. Вот, ну ничего. В принципе, результат меня устраивает. Вот такие у меня тут ступенечки получились из кирпичиков. Как вот их в бок показать? Вот. И нормально. В принципе, если будет так и топиться, и все будет нормально, просто потом оставлю так же, с такими же ступенечками. Просто посимпатичней раствором переложу, и пусть она топится так, как топится. Раз работает, значит работает. Все в порядке, просто декоративную часть выполнить. А может, какие-то штукатурки есть симпатичные такие. Наверняка выпускают. Очень хотелось бы все дело заштукатурить, конечно. Как-то я не люблю вид красного кирпича почему-то. Ни в какую. Посмотрим, как дело пойдет. Так что вот, сейчас буду заниматься дровишками, отапливаться. И порадуйтесь за меня. Каминчик у меня не дымит, печка у меня не дымит. Мы топимся, стараемся, греемся изо всех сил. И у нас отличный солнечный день. Светло, хорошо, и даже про электриков мы уже забыли.
потому что день увеличился, и мы это уже чувствуем. Уже чувствую, и раньше уже и светлее чуть-чуть раньше, и темнее чуть-чуть позже. И все. Уже мысли все в рассаде. Как бы наделать стеллажей, как бы все расставить, как бы все рассадить. Семена сегодня пересмотрела все остаточки прошлогодние. Уже залезла на сайт и посмотрела, где заказать новеньких. Вот, заказывать в этом году я, скорее всего, в Гаврише буду заказывать. Почему? Потому что очень демократичные цены у них в этом году. Вот, большинство овощей каких-то таких вот, которые неприхотливые, которые и так хорошо растут, я беру всегда в белых пакетах. Цветными не заморачиваюсь. И бюджетно, и вырастает то же самое. Только какие-то необычные гибриды стараюсь в цветных. Что еще? Ну, в прошлом году я говорила, что в MyShop заказываю семена. Это мне очень удобно, потому что еще какие-то по пути хозяйственные штучки можно там сразу одновременно заказать. Я там заказывала ножи одноразовые, чтобы растения подписывать. Там маркеры не смывающиеся, там много чего такого для рисования можно. Краски сразу, кисти, там все такое вот. Но у них очень какая-то странная фигня пошла. Ой, сама не могу вообще. У них как где-то, не знаю, летом что ли это случилось, уже точно не помню, забыла. У них очень были такой разнообразный такой вариант. И розницы семян, и оптом по 10 пачек. И получилось так, что оптовые цены на семена они оставили, а все, что у них можно было бюджетного купить в розницу, они сделали по 24 рубля. Даже в простые пакеты 5-рублевые. В общем, до сих пор поражаюсь этой штуке. Я думала, может быть, глюк какой-то, может, они там передумают, зачистят и вернут все обратно. Ну, не тут-то было. Ничего они не вернули. И, собственно говоря, там что? Там я в основном буду заказывать, скорее всего, анвинцевские семена, вот импортные, я их очень люблю. В пакетах там, где вот по 200 штук, по 300, такие вот. Ну, и у них посимпатичнее расцветки обычно получаются. Вот закажу, видимо, только их. На них цены сохранились нормальные, там 60, 70, 80 рублей. А все остальное почему-то загадка. Поэтому в этом году, скорее всего, закажу в Гаврише. Там у них простые пакеты 4, 5, 6, 7 рублей. Вот, так что рекламу им сделаю, если кто-то будет заказывать. Вот, что еще? Да ничего, сейчас займусь дровами. День у нас деревенский в самом разгаре. Дел хватает. Так что, ну, как что-то случится, буду снимать дальше. Вот так вот мы тут с Данусиком обнимаемся и приветы передаем, да? Данусик, помахай ручкой. Скажи привет всем большой. Привет! Привет! Большой вот так привет! вот. Большой привет! Да, скажи, мы где греемся? На лежанке сейчас греемся, да? Я греюсь. Вот, и я греюсь. И мы греемся с Данусиком на лежанке. Да. Вот, потому что холодно. А сейчас я вам покажу, какие дырки у меня в доме. Вот, и полгода не прошло. Попыталась я пройти вокруг дома и посмотреть, где какие, может быть, щелки. Где-то мох отвалился, еще что-то по максимуму утеплиться, как смогу. И доперла наконец-то до меня. Я случайно, конечно, увидела. Ну, кто бы раньше подсказал. Вот, видите? Вот такой вот. Такая вот штука. И вот они встречаются, их тут штук 5, наверное, по дому. И прямо они такие, как кораллы. Это значит, что оттуда теплый воздух наружу идет через бревно. Вот что нужно затыкать в первую очередь. А там, где все в порядке, тебе только кажется, что щелка, можно пока и пропустить. Так что вот этим вот и займусь сейчас. Буду подтыкать вот эти вот мои кораллы, которые тепло у меня все высасывают наружу. Вот так вот 4 часа ушло на утепление конопачение снаружи сруба. Так что, да. Привет! Да. Вот, так что, надеюсь, теперь будет у нас теплее. На этом прощаться буду. Вот такой вот маленький огородик покажу.
как у нас детишки. Очень заняты, видите? Вот такое вот выращиванием лучка. Лучок на салатик идет. И зимние витаминки. Вот так вот.